Приветствую, друзья! Природа словно потеряла терпение. Катаклизмы охватили весь мир. За один день планета пережила десятки ударов. Это реальность, которую невозможно игнорировать. Давайте посмотрим, что принес этот день. На остров Крит обрушился сильный шторм, вызванный волной непогоды, проходящей через Восточную и Южную Грецию. Стихия привела к масштабным наводнениям и серьезным транспортным проблемам. Особенно пострадали крупные города Ираклион и Ханья. Хлынувшие потоки воды быстро затопили улицы, превратив их в бурные реки. Часть предприятий и жилых домов оказалась затоплена. Местные власти в пострадавших районах приняли решение закрыть школы, а жителям рекомендовали по возможности оставаться в помещениях и избегать поездок. Для ликвидации последствий стихии привлекли пожарные службы, отправив их на откачку воды и для оказания помощи застрявшим водителям. Сообщений о серьезных травмах или погибших не поступало. Однако дорожная сеть острова получила серьезные повреждения. Погодные условия в регионе остаются неустойчивыми, и власти призывают граждан соблюдать максимальную осторожность, а также следить за обновлениями данных от метеослужб. По меньшей мере 6 человек погибли и 5 получили ранения в результате крупного пожара, вспыхнувшего вчера утром на складе парфюмерии в промышленном районе Диловасы, провинции Коджаэли, на северо-западе Турции. Очевидцы сообщат, что пожару предшествовало несколько взрывов. Пламя быстро охватило 2 этажа здания, используемого как склад и производственный цех. На место происшествия были немедленно направлены многочисленные бригады пожарных и спасателей, которым удалось взять огонь под контроль. Власти начали расследование причин инцидента. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сообщил, что в рамках расследования выданы ордера на арест 3 подозреваемых, в том числе на арест владельца склада. Сильные проливные дожди вызвали крупное наводнение в районе Бумиаю, округа Бребес в индонезийской провинции Центральная Ява. За 3-4 часа выпало от 50 до 80 мм осадков. Это в 2 раза выше суточной нормы. Интенсивные осадки привели к быстрому подъему уровня воды до 1–1,5 метров, которая хлынула на улицы и в жилые кварталы, затопив десятки домов, ферм и дорог. По предварительным данным Агентства по национальным катастрофам, пострадали 5–7 тысяч человек. Эвакуировано более 500 жителей, под водой в более чем 20 деревнях находится свыше 150 домов. На данный момент о жертвах не сообщается, все эвакуированные размещены в школах и мечетях. Для борьбы с последствиями стихии власти направили в пострадавшие районы команды спасателей. Метеорологическое агентство Индонезии выпустило оранжевое предупреждение для всего региона. Ожидается продолжение дождей до 10 ноября. В горных районах существуют повышенные риски схода оползней. Друзья, если вы хотите быть в курсе самых важных событий и не пропускать наши выпуски, подпишитесь на канал. Так вы точно не пропустите ничего важного. Утром 8 ноября в небе над восточным побережьем США, включая Флориду и Южную Каролину, был замечен яркий объект. Он вошел в атмосферу Земли и подвергся фрагментации. Инцидент произошел около 6:18 утра по местному времени, совпав по времени с попыткой запуска ракеты Falcon 9 компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал. Десятки очевидцев успели заснять пролет объекта. По их сообщениям, он двигался с севера на юг и был достаточно ярким. Через несколько минут после пролета были слышны слабые звуковые удары. Эксперты из НАСА предполагают, что огненный шар был входящий в атмосферу верхней ступенью китайской ракеты-носителя. Тем не менее, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства и местные власти пока не опубликовали официальных заявлений. Катастрофические наводнения, вызванные тайфуном Калмаэги, привели к гибели по меньшей мере 204 человек на Филиппинах. Еще 109 человек числятся пропавшими без вести. Наибольший ущерб и количество жертв зафиксированы в провинции Себу, где внезапные паводки обрушились на густонаселенные районы, превратив улицы в бурные реки.
Тайфун Калмаеги принес на остров Себу количество осадков, эквивалентное месячной норме всего за 24 часа, что вызвало мощные потоки грязи и обломков, сходившие с гор в города. Жители, забравшиеся на крыши домов, с ужасом наблюдали, как паводковые воды уносили автомобили и даже морские контейнеры. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший объявил режим национального бедствия. В то время как спасательные работы продолжаются, к Филиппинам стремительно приближается новый тропический циклон – тайфун Фунгвонг. Он уже усилился до тайфуна и, по прогнозам синоптиков, может достигнуть северной части острова Лусон уже в воскресенье вечером или рано утром в понедельник, находясь при этом на пике своей интенсивности. Метеорологи предупреждают об экстремальной угрозе для жизни и имущества. Прогнозируются сильные ветры, проливные дожди, оползни и штормовые нагоны высотой до 4 метров. Власти призывают жителей готовиться к новой стихии, которая может оказаться даже сильнее предыдущей. В период с 4 по 7 ноября на юге Бразилии, включая штат Санта-Катарина, наблюдались крайне неблагоприятные погодные условия из-за прохождения внетропического циклона, который принес сильные дожди, град и порывы ветра до 100 км в час. На фоне разгула стихии в аэропорту штата Санта-Катарина произошел инцидент, потребовавший от пилотов LATAM Airlines высочайшего мастерства. В сети появились кадры драматической посадки пассажирского самолета, который буквально боролся с сильным боковым ветром при заходе на посадку. На видео видно, как лайнер летит под углом к полосе и в самый последний момент совершает сложный маневр выравнивания перед касанием земли. Благодаря хладнокровным и точным действиям экипажа самолет, несмотря на экстремальные погодные условия, благополучно приземлился. Жители Приморского края продолжают сообщать о встречах с тиграми, которые выходят на автодороги в разных районах. Ситуация вызывает обеспокоенность среди местного населения, особенно после инцидентов, зафиксированных в Шкотовском и Анучинском районах. В Шкотовском округе уже около 3 недель продолжается активность крупного тигра. 8 ноября хищников вновь заметили на дороге недалеко от поселка Подъяпольское. По сообщениям очевидцев, тигр прошел перед автомобилем, будто провожая его. Ранее 25 октября в поселке Масовой того же района тигр преследовал автомобиль, проявляя агрессию. В Анучинском районе Приморья амурский тигр также попадался неоднократно на глаза в светлое время суток. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как животное лежит около дороги и с интересом наблюдает за людьми в машине, после чего скрывается в лесу. Подобные инциденты не единичны и происходят с октября, что вызывает опасения у местных жителей. Специалисты и власти призывают граждан проявлять крайнюю осторожность, избегать контакта с хищниками, ни в коем случае не кормить их и не провоцировать. Вечером 8 ноября сильная гроза с крупным градом обрушилась на город Лонкоча и его окрестности в чилийском регионе Араукания. Стихия, ставшая частью мощного фронта низкого давления, вызвала хаос. По данным метеорологических служб, за час выпало от 15 до 20 мм осадков. Размер обрушившегося града достигал 3-4 см. Непогода сопровождалась ветром, достигавшим 50-60 км в час, который ломал ветви деревьев и оборвал линии электропередач, оставив на несколько часов без света около 300 домов. В результате удара стихии затоплены 7 улиц, градом повреждены крыши домов, 30 автомобилей, а также урожай овощей на 10-15 гектарах. Жертв в результате разгула стихии нет, однако около 10-15 человек обратились за медицинской помощью. В ночь с 7 на 8 ноября в северных широтах по обе стороны Атлантики наблюдалось яркое и обширное полярное сияние. Небо озарилось зелеными, розовыми и красными всполохами от Канады до Сибири. По данным экспертов по космической погоде, причиной явления стали продолжающиеся последствия сильной геомагнитной бури уровня G3, которая началась еще 5-6 ноября в результате выбросов корональной массы с Солнца.
Ученые отмечают, что 2024 и 2025 годы являются лучшими для наблюдения за полярным сиянием, так как солнечная активность достигла пика своего 11-летнего цикла. На вечер 8 ноября геомагнитная обстановка оставалась неустойчивой, что в свою очередь благоприятствует наблюдениям за полярным сиянием. В Антарктиде нашли сразу 30 ранее неизвестных науке существ. Среди открытий – хищная губка чондрукладия, прозванная шаром смерти из-за своей формы, бронированные чешуйчатые черви эулагиска, новые виды морских звезд, ракообразных и моллюсков. Особый интерес вызвали зомби-черви Озидес. У них нет ни рта, ни кишечника, но они питаются костями мертвых китов и других позвоночных, расщепляя белки с помощью бактерий, живущих внутри их тела. Эксперты использовали дистанционно управляемый подводный аппарат для сканирования океанских глубин на глубине около 4500 метров. Были исследованы подводные вулканические кальдеры, южно-сандвичевый желоб и места обитания на морском дне вокруг островов Монтегю и Сондерс. В общей сложности было собрано около 2000 образцов из 14 групп животных, в том числе 30 ранее неизвестных глубоководных видов, но число не окончательное, их количество может быть и больше. Странные лучистые узоры, появившиеся на льду реки Том и озера Маховое II в Амурской области, привлекли внимание местных жителей и ученых. Разгадка необычного природного явления была найдена в исследовании японского ученого. Как оказалось, причина образования таких узоров кроется в физических процессах, происходящих подо льдом. Согласно статье японского исследователя, лучистые узоры появляются из-за пробивающейся из-под льда воды, которая растекается под тонким слоем снега. В ходе лабораторных экспериментов ученым удалось воспроизвести этот эффект, просто поливая снег на льду водой, что дало точно такие же результаты, как и наблюдаемые в природе узоры. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.